Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам основы вышивки крестиком для начинающих. Вышивать мы будем на канве. Кроме этого нам понадобятся ножнички для обрезания нити, специальная игла для вышивания с широким ушком и закругленным острием. И вышивать мы будем ниточками мулине. Нить мулине сама по себе очень толстая и состоит из 6 более тонких ниточек. Для вышивания можно ее разделять и использовать то количество нитей, которое вам нужно. Небольшая подсказка по поводу мулине. Чтобы удобнее было работать с моточком, не обязательно его разбирать и перематывать на шпульку, можно просто потянуть за один из свободных концов нити, и он легко вытянется. Теперь рассмотрим принцип вышивки крестиком. Представим, что наши клеточки – это канва. И первый стежок мы делаем из нижнего левого угла в верхний правый. Затем мы опускаемся с изнанки по вертикали в нижний правый угол и снова делаем диагональный стежок в верхний правый угол новой клеточки. И таким образом мы продолжаем прокладывать стежки в том количестве, которое указано у нас на схеме. Когда нужное количество стежков вышито, мы перекрываем их, двигаясь в обратном направлении, с нижнего правого угла в верхний левый, и так до конца ряда. Если вы вышиваете какую-то область, какую-то фигуру на схеме, которая заполнена одним цветом, то точно так же вы сначала вышиваете нижний ряд, укладывая стежки в одном направлении, независимо от того, по вертикали или по горизонтали они располагаются, и потом перекрываете их верхним рядом стежков в обратном направлении. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит в вышивке. Для начала вышьем точно такой же ряд из 5 крестиков. Выводим иглу в нижнем левом углу клеточки и вводим ее в верхний правый угол этой же клеточки. Теперь выводим иглу в нижний левый угол следующей клеточки и снова делаем диагональный стежок. Продолжаем вышивать таким же образом до конца ряда. Теперь мы перекрываем эти стежки, двигаясь в обратном направлении. Выводим иглу в нижний правый угол и вводим в верхний левый угол каждой клеточки. Теперь давайте посмотрим, как выкладываются стежки в разных направлениях. Сейчас я прошиваю вертикальный ряд, двигаясь сверху вниз. Представим себе, что это какой-то фрагмент схемы, например, которую нам нужно вышить нитью одного цвета. Теперь снова прокладываем горизонтальный ряд. Стежки соблюдают то же самое направление. И теперь можно отсюда подняться еще на одну клеточку вверх. И теперь представим себе, что наш фрагмент закончен, и будем возвращаться в обратную сторону, перекрывая нижние стежки верхним рядом диагональных стежков.
Наклон нижнего и верхнего стежка можно поменять местами, как бы отзеркалить крестик, если вам это удобно. Я знаю, что есть вышивальщицы, которым удобнее вышивать как бы в обратную сторону. Это не имеет какого-то принципиального значения. Самое главное — это следите за тем, чтобы наклон крестиков во всей работе был в одном направлении, чтобы не было так, что одни крестики прошиты в одну сторону, а другие в другую. За счет этого работа будет выглядеть очень неаккуратно. Итак, мы закончили наш фрагмент, закрепили нить на изнаночной стороне узелком. Поскольку сейчас нет цели сделать идеальную изнанку, то узелки допустимы. В целом, для начинающих я советую обращать больше внимания на идеальную лицевую сторону, чем на идеальную изнанку. После того, как вы научитесь укладывать равномерно, аккуратно стежки, следить за их направлением, поймете логику движения от одних стежков к другим, от одного ряда к другому, вы уже будете понимать, как нить ведет себя на изнаночной стороне, для того, чтобы просчитать, куда ее направить, чтобы все стежки с изнанки были в одном направлении и выглядели аккуратно. Такая изнанка вам пригодится, если вы будете вышивать скатерти, салфетки или одежду без подкладки, то есть те изделия, у которых изнанка видна, и там важно, чтобы она была идеальной. А для начала, для того, чтобы освоить эту вышивку, выберите для себя какие-то интересные сюжеты, какие-то интересные картины, которые вы будете вышивать с удовольствием и которые вы будете вышивать без напряжения. Например, какие-то подушечки, игольницы, картины, наборы для рукоделия. То есть все то, что вам будет нравиться. Ведь вышивка — это занятие прежде всего для отдыха, для удовольствия, для расслабления, поэтому изучать его тоже нужно с радостью, с удовольствием, чтобы вам это нравилось, чтобы для вас это было приятно. Основные моменты, технику вышивки я вам показала. Надеюсь, что вы убедились в том, что вышивать крестиком — это легко, интересно и очень увлекательно. Я надеюсь, что мое видео было для вас, как всегда, интересным и полезным. Спасибо вам за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Меня зовут Ольга Медведева. До новых встреч на моем канале Миолка.